Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз. Июль 2025. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите. И в ваш знак Зодиака 7 числа входит Уран. Это пока будет на несколько месяцев. В ноябре, он сделает возврат в Тельца, в котором пребывал предыдущие 7 лет, но уже в 2026 на долгий период он окончательно поселится в вашем знаке. И вот эти месяцы нам могут принести тайну разгадки, и, может быть, действительно мы чего-то не видим. Но давайте узнаем. У нас сегодня 2 колоды, 78 дверей. И принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты. И цыганский оракул Сибила, кстати, изображение и значения карт, они немного нас могут шокировать, потому что мы к этому не готовы. Давно создавалась эта колода, и не менялись ни значения, ни изображения. Видимо, вот вам ищущие удовольствие. Но тут, правда, тут нужно искать, пожалуй, я бы сказала, не того, кто вас сопровождает во время праздника, а тот, кто после этого праздника останется. Как-то так. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты, чего вы не видите, что для вас скрыто, может быть, чему сейчас не уделяете внимания, а надо бы. Итак, чего вы не видите или то, что скрыто. Следующая карта – события на пороге. И события с первых дней месяца. С чего начнется июль? Дополним колодой Таро. В продолжении цыганского оракула зададим такие же вопросы. Что придет? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, мои дорогие близнецы? Ну и чего опасаться, с чем быть или с кем быть? Более осторожно. Так чего же вы не видите? А получите какое-то известие, письмо, может быть, важную бумагу, важный документ. Вполне вероятно, вы уже где-то над этим работаете, хотите получить, да. Кто-то хочет получить визу, кто-то хочет согласовать по недвижимости, ну а кто-то пересматривает брачные контракты, договоры, или в принципе собирается вступить в брак, тоже занимается документами. Ну, наверное, самые разные сферы жизни. Чего вы не видите, явно будет какое-то известие. Я также допускаю, с учетом Урана в вашем знаке зодиака, да тут вообще много будет известий. Тут могут быть такие метаморфозы, причем не обязательно, которые с бумагами связаны. Сам по себе период, я, по крайней мере, могу предположить, июля. Это такой новостной, причем, знаете, калейдоскоп новостной, когда даже то, что мы слышим в средствах массовой информации, тоже нас могут ставить в тупик, потому что мы чего-то не видели, мы думали, а нет, вот этого не будет, а тут мы узнаем, да елки, к этому и шло как раз. И правда, те механизмы, которые словно запущены уже когда-то прежде, это постепенно маховик истории просто набирает силу. И мы чего-то могли не видеть прежде. А вот здесь нас такая информация может немножко ошеломить, потому что мы к этому не готовы. Поэтому будьте готовы, в принципе, к любым информационным потокам. Может быть, это какая-то история, которая завершается. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, но это, конечно, завершение, это окончание. Может быть, и окончание у кого-то судебных процессов, почему нет, да, вот мы только говорили, связано с бумагами, документами. Может быть, и отчетность какая-то, вы ее завершаете. Тут ведь мы все разные. У кого-то может быть тягостная ситуация, которая длительное время тянулась, вы пытались ее решить, она тоже завершается. У кого-то выход из отношений, когда вы в этих отношениях чувствовали себя заложником, и это может завершиться. Я, конечно, допускаю, что, опять же, если мы берем средства массовой информации, какая-то история или которая, ну, как, может быть, это даже данность или то, что присутствует в жизни вашей на сегодняшний день, здесь
придется отстроить в каком-то новом порядке, к чему-то адаптироваться, потому что прежний порядок тоже завершается. Или здесь может, ну, как завершение быть, к примеру, вы обращались к юристу, к адвокату, к одному, и вот вы завершите эту историю и наймете другого какого-то специалиста. Но есть все равно в чем-то завершение, мои дорогие. Давайте узнаем события с первых дней месяца. Может быть, это у кого-то и по работе. Купец. И у кого-то это могут быть напрямую, это ваш бизнес, может быть, у кого-то и интернет, к примеру, магазин, или не обязательно, что интернет, а именно все-таки товарно-денежные отношения нам показывают. Это могли быть конкретные отношения, которые строились как товарно-денежные. Может быть, это даже было как знакомый человек, или был даже друг, или партнер именно по бизнесу, что-то вас связывало. Здесь это тоже, кстати, может завершиться. Или вы пересмотрите отношение к деньгам, откуда к вам приходят деньги. Надумайте менять работу. Или, я бы сказала, на весь период нахождения Урана в вашем знаке зодиака, это надолго, я имею в виду. Ведь Уран, он все дробит. Поэтому, если мы говорим про работу, про деньги, деньги из разных источников. А если мы их храним, то возможно подумать, каким образом, в каких валютах. Или во что мы будем вкладывать, во что мы будем инвестировать, в чем мы будем участвовать. То есть все равно, так или иначе, приоритет товарно-денежные отношения, наше участие в том или ином вопросе. Вопросы выгоды где-то. Вот с первых дней месяца вы можете что-то подобное переоценивать, пересчитывать, передумывать или даже переоформлять в плане бумаг. Так что же придет? Давайте узнаем. Но я так думаю, придет то, что и не уходило, или, может быть, не успело уйти. Вот, кстати, здесь с учетом карты Аркана Смерть и одновременно шестерка кубков. Ведь это те люди, которых мы знали. Вполне вероятно, вы тут что-то передумаете, и вы узнаете какую-то новость. Она может послужить для вас как отправная точка, пункт какой-то к пересмотру либо вашего отношения к чему-либо, либо к кому-либо. И вы уже, вполне вероятно, от прежнего плана отказались. Вы уже как-то настроились на что-то новое или в каком-то другом направлении. И тут, скорее всего, вы понимаете, нет. И я все-таки хочу что-то сохранить, потому что придет? Возможность разрушить не все или вернуть то, что вам ценно, то, что для вас дорого любимо. Ну, понятно, это в том контексте, насколько это возможно, будем реалистами. Но кто знает, может быть и придется некоторые отношения, даже если мы говорим, это партнерские отношения. Здесь придется перестраивать, потому что меняется реальность. Меняются законы, какие-то положения, какие-то постулаты. Но ведь это какая-то наша практика. Или я бы сказала, в первую очередь, эта карта говорит о людях, которым мы можем доверять или могли доверять. Я, конечно, у кого-то допускаю, что может быть и сожаление, что вам захочется удержать какого-то человека, а пусть это не для всех, но, может быть, кому-то важно услышать одному, когда может наступить вот ясность по тому вопросу, а вы уже от него отказались. Все карты говорят об этом. И тогда вы будете, возможно, искать, ну, какие-то методы, способы совершить важные переговоры, разговоры, восстановить утраченное, может быть, взаимопонимание, с кем-то договориться или что-то продолжить. Вот я вижу так. Ладно, а что же уйдет? И пусть уходит, я бы сказала, по пятерке пентаклей. Это всегда недостаток. Во-первых, любая пятерка недостаток. И вот по пятерке пентаклей недостаток денег, недостаток взаимопонимания. И какое-то пустое ожидание. Или затянувшийся выбор. Или когда мы где-то вдохновившись думали, что ну вот для меня уже как какая-то стезя, она проложена. Или я свою траекторию определил. Здесь тоже могут произойти как и новости, так и какие-то события. Для вас реальность. Вы ее видите по-другому, мои дорогие близнецы. И поэтому, наверное, действительно оцениваете
с позиции «кто со мной останется, когда праздник закончится». Что же будет продолжаться? Ну, приготовьтесь к тому, что работать придется много, приготовьтесь к тому, что не сразу перед нами во всем зеленый свет, какие-то будут, может быть, и препоны, но будет продолжена явно какая-то история, и для вас вы не можете, пользуясь прежними методами, продолжать, даже если вы сумели с кем-то, предположим, договориться, или для себя отстроили какую-то совершенно новую стратегию, тактику по работе, вам потребуются прежние методы. Вы должны продолжить, но в новом ключе. Собственно, даже карта нам говорит. Человек, который нам показан на карте, он почему-то находится в шутовском костюме. И, кстати, девочка, ребенок, тоже за ним наблюдает. И она не собирается помогать взрослому человеку. Она сложила руки за спину, мои дорогие. Вот есть какое-то дело, из которого выпутываться придется вам самим. Извините, как бы это не звучало, но что выпало, то выпало. Я должна об этом сказать. Тут ведь фишка в чем? Человек давит на эту дверь, буквально бьется, он заставляет или пытается обратить на себя внимание прохожих. Если мы обратим внимание, а никто вообще не смотрит в эту сторону. Все какие-то хмурые, унылые, они идут в своем направлении, они заняты своими делами. А человек безуспешно пытается вот именно к себе привлечь это самое внимание, но привлекает он только ребенка, который думает, что это какая-то игра. Вот вы можете привлечь, или могли, может быть, привлекать каких-то людей, которые думали, что это какая-то игра. Они были заинтересованы, может быть, какой-то период времени, но теперь им просто любопытно наблюдать. Вот за вами кто-то может наблюдать, но ваша задача – не толкайте эти двери. Вам нужно просто потянуть на себя, и дверь откроется. Это я про новые методы, про новые точки сборки, про новую какую-то концепцию построения взаимоотношений с людьми или отношения к людям. Кто вам друг, кто просто так, мои дорогие, вам точно придется разобраться, потому что какая-то история будет продолжена. Но если вы будете действовать, как и прежде, то мы опять придем к какому-то завершению. Давайте узнаем, чем не соблазняться. Иллюзиями. Ну вот конкретно говорит карта. Здесь не время, может быть, это прекрасно, конечно, по семерке кубков. На вас что-то будет вдохновлять. Вы будете, может быть, и жить какими-то воспоминаниями. Но все же я тут вижу, есть все же возможность словно успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому будьте честны сами собой. Может быть, от вас потребуется важный разговор, важная беседа. Ведь разговор нам, по сути дела, об этом. И это что придет. То есть возможность какая-то приходит. Сохранить то, что для вас важно. Или сохранить то, что для вас важно, как человек, отношения, какое-то взаимодействие. А мы можем думать, это нас кто-то будет догонять, к примеру, да? Потому что тут я все-таки вижу такой, знаете, подвох. И это как знаки судьбы, мы спросили. Вот знаки судьбы. И эта карта у нас как событие на пороге. Вот как будто окончание, завершение уже на пороге. Вам судьба подсказку дает. Или ты сейчас что-то предпринимаешь, или поезд ушел. Или вы запрыгнете в этот последний вагон, или пеняй на себя. Вот все карты, кстати, нам об этом. И поэтому, если и получается таки ухватить жар-птицу за хвост, ну так тогда и действовать-то нужно как-то по-другому, но и не терять время. Семерка кубков – это всегда карта прокрастинации. Это мы думаем только, а тут нужно уже действовать. Хорошо. На что соглашаться? А на кону ваше счастье. А вот и правда очень интересно и неожиданно, мои дорогие близнецы. На кону ваше счастье. Мы можем медлить, мы можем думать тут самое разное, мы можем пробовать еще снова и снова, как будто прежний метод. А тут нет. Где-то, вы знаете, знаки судьбы такие, что тебе даст судьба какую-то возможность сохранить все то, что должно быть продолжено. Может быть, это и по части и денег, или каких-то союзов, каких-то контактов, по части работы, важных соглашений. Десятка кубков очень емкая карта. Она и про любовь, она и про личную жизнь. Ну вот есть, мои дорогие близнецы,
как вам и от чего оттолкнуться, и что есть сохранять и беречь. И это ведь на что соглашаться. Добрая энергия, какой-то порядок, какой-то уклад пытается войти в вашу жизнь. Или по этой карте нам союз показан. Может быть, это творческий, партнерский какой-то союз, да? Пусть буквально у нас тут свадьба, но двери открыты, нет закрытых дверей. Значит, это вы сами словно в этих дверях. Кого вы хотите видеть рядом с собой? Все-таки тема партнерских отношений. И неважно, в какой сфере жизни. Это для вас ваше все. Да, конечно, жизнь нас очень часто заставляет где-то быть гибче, а то и хитрее, и никто не знает, где эта мудрость закончилась или где началась хитрость, но, видимо, не все так и в жизни однозначно. Но все же, то, что искренне надежно, вот вам задача в начале июня, как знаки судьбы, определить, чего опасаться. Какой-то резкости, холода. Вы как будто вот в шаге от того, чтобы выйти из лабиринта. Но если мы будем вот в какую-то стену, вот обратите внимание, ведь прежде чем человек, представьте, что это мы с вами смотрим на эту карту и словно блуждали по этому лабиринту каждый раз, ну как бы натыкаясь на эти стены, думая, там дверь, а двери не было. Или эта дверь была, может быть, как стеклянная, нам нужно было по-другому как-то действовать. Так вот мы, если застрянем в каком-то прежнем шаблоне, ничего не будет меняться. И, видимо, этого следует опасаться вот какой-то ваш лабиринт или какая-то путаница мысли. Это должно завершиться. Вот я так однозначно. Вам придется делать какой-то выбор. И причем сделать еще и какие-то очень важные выводы. Что меня привело, может быть, к этой ситуации? Или что меня привело к этим обстоятельствам? Как будто это сделать совершенно необходимо. Потому что эта карта сразу дает подсказку. Ты в этот лабиринт должен не забрести еще раз. Вот таким был наш расклад, достаточно таким неемким, коротким, немного неожиданным для меня. И я буду благодарна вашим комментариям. Спасибо, что смотрите мои видео, откликаетесь. Спасибо за вашу помощь и поддержку, мои дорогие. Перекладывайте на себя, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.